Представь себе тот миг, когда человек остается один в могиле. Вокруг тишина. Рядом нет никого. Даже самые близкие уже ушли. И тогда в душе рождается крик: «Где вы, мама? Где друзья? Где все, кто когда-то был рядом?» Но помощи нет. Потому что ни мать, ни друзья, ни самые верные товарищи не могут вмешаться в этот момент. Все, что казалось великим и важным при жизни, теряет всякий смысл. Именно тогда становится ясно, что величие принадлежит только Аллаху. Мы часто думаем, что сила в деньгах или в положении. Когда человек богат, он уверен, что все вокруг послушно и подвластно. Он тратит средства, открывает двери, распоряжается судьбами, и люди вокруг бегут навстречу его желаниям. Создается впечатление, что деньги делают его центром вселенной. Но наступает день, когда эта иллюзия рушится. Смерть не спрашивает, сколько на счетах, и богатство не может выкупить ни один дополнительный вздох. Человек понимает, что все, о чем он так гордился, было лишь временной тенью. Есть и другая иллюзия, и это вера в собственный ум и способности. Мы говорим себе: «Это я построил, это я достиг, это моя заслуга». Люди начинают уважать и почитать, и появляется ощущение, что мы сами по себе велики. Но если остановиться и задуматься, станет видно, что каждый шаг зависит от множества факторов вне нашего контроля. Мысли о самодостаточности разрушаются, когда приходит миг испытаний. В этот момент оказывается, что сила человека ограничена, а его гордость бессильна. Эти примеры показывают, что все, что мы называем величием, оказывается лишь оболочкой. Деньги исчезают, власть теряет смысл, ум перестает быть защитой. Все это рассыпается, и остается только истина, которую невозможно оспорить. Настоящее величие принадлежит Аллаху, и каждое произнесенное «Аллаху Акбар» возвращает нас к этому пониманию. Переходя к следующему размышлению, мы увидим, как даже простейшие действия раскрывают величие Творца. Представь простое действие. Человек берет стакан и ставит его на стол. Кажется, что это сделал он сам. Но за этим движением скрыта целая вселенная законов. Чтобы рука поднялась, сердце должно качать кровь без остановки. Дыхание должно быть ровным, зрение обязано точно показывать расстояние. В организме в эту секунду происходят тысячи процессов, и ни один из них мы не контролируем сознательно. Чтобы стакан оказался на месте, солнце должно было дарить энергию. Земля должна вращаться с точной скоростью. Кислород в воздухе обязан оставаться в правильной пропорции. Чуть больше или чуть меньше, и жизнь стала бы невозможной. Гравитация должна действовать так, как задумано, иначе стакан не опустился бы на поверхность, а улетел в неизвестность. Все это показывает, что даже самый простой поступок возможен только благодаря миллионам условий, которые поддерживает Аллах. Когда человек задумывается о масштабах мироздания, понимание становится еще глубже. Земля вращается вокруг своей оси со скоростью более 1000 километров в час и одновременно движется вокруг Солнца со скоростью более 100 тысяч километров в час. Само Солнце несется вокруг центра галактики с невероятной скоростью, и все это гармонично работает без остановки. Представь, если бы хоть одно из этих условий нарушилось, мы бы не смогли даже поднять стакан со стола. Такие размышления ведут нас к главному. Каждый раз, когда мы произносим «Аллаху Акбар», мы напоминаем себе, что за каждым мигом нашей жизни стоит бесконечная сила Творца. Все, что кажется обыденным, в действительности есть проявление его могущества. И понимание этого помогает увидеть, что слова намаза не просто повторение, а ключ к осознанию истины. Каждый день во время молитвы мы снова и снова повторяем слова «Аллаху Акбар». Эти слова становятся сердцем намаза и звучат десятки раз, словно напоминание, которое должно проникнуть в глубину души. Но возникает вопрос, зачем так часто произносить одно и то же? Разве недостаточно сказать это один раз и запомнить? Такое повторение не случайно. Оно необходимо, потому что человек по своей природе забывчив и легко увлекается иллюзиями этого мира. Когда мы произносим «Аллаху Акбар», мы возвращаемся к истине. Мы напоминаем себе, что над всеми заботами и тревогами стоит сила, которая выше всего. Эти слова помогают освободиться от тяжелых мыслей. Они снимают груз с сердца и показывают жизнь в правильной перспективе. Они словно ключ, который открывает дверь к спокойствию.
Человек, произносящих их осознанно, начинает ощущать, что проблемы, которые казались непреодолимыми, на самом деле находятся под властью Аллаха. Такое повторение работает как терапия. В миг, когда разум переполнены тревогами и страхами, слова «Аллаху Экбар» помогают поставить все на свое место. Они учат доверять и видеть, что ничто не происходит без воли Творца. Даже если решение не пришло сегодня, оно будет дано либо в этой жизни, либо в вечности. Поэтому каждое произнесение этих слов становится шагом к внутреннему спокойствию и укреплению веры. Это понимание подготавливает нас к осмыслению других слов намаза, которые открывают новые грани смирения. Когда человек совершает руку в намазе и произносит слова «Субхана Раби Аль-Азим», в этом положении смысл становится еще глубже. Эти слова напоминают, что Аллах не только свободен от изъянов, но является самым возвышенным. В момент, когда человек прикасается лбом к земле, он оказывается в наинизшем положении, чтобы признать величие и высоту своего Господа. Здесь соединяются два противоположных состояния. Творение пребывает в полном смирении, а Творец в абсолютной возвышенности. Такой контраст рождает особые чувства, когда сердце освобождается от гордыни и эго. Каждое повторение этих слов становится шагом к внутреннему очищению. Человек, который осознает их смысл, начинает видеть, что намаз — это не просто набор движений, а живая беседа с Аллахом. В этих словах скрыта сила, которая меняет восприятие жизни. И через них мы переходим к следующему пониманию, где каждое произнесенное слово молитвы становится частью внутреннего диалога с Творцом. Самая большая преграда между человеком и истиной — это его эго. Оно внушает мысли о собственной исключительности. Оно заставляет чувствовать себя выше других и забывать о том, кто на самом деле обладает властью. История человечества полна примеров того, как гордыня приводила к разрушению и страданиям. Войны, тирания и несправедливость рождаются из эго, которое не хочет склониться перед истиной. Каждый поклон учит сердце ломать внутренний идол. Произнося «Аллаху Акбар», человек признает, что его гордость и амбиции — ничто перед величием Творца. Это напоминает тренировку души, которая каждый день учится отпускать излишнюю гордыню. Там, где эго заставляет подниматься, намаз учит опускать голову. Там, где амбиции зовут возвышаться над другими, молитва напоминает о равенстве всех перед Аллахом. Внутренний идол часто незаметен. Он проявляется в мыслях о том, что мы сами управляем своей жизнью и что наше достижение — только наша заслуга. Но в молитве человек шаг за шагом учится освобождаться от этой иллюзии. Поклон становится лекарством. Суджуд напоминает, что истинное величие принадлежит только Аллаху. И именно это понимание ведет нас к глубокому смирению и настоящему очищению. В конце пути каждый человек окажется лицом к лицу с истиной. В тот момент, когда человека опустят в землю, исчезнут все иллюзии. Деньги, которыми он гордился, не смогут помочь. Друзья и близкие, которые когда-то были рядом, не смогут разделить этот путь. Слава и признание потеряют значение. Все, что казалось важным, рассыпется как пыль, и останется только душа и ее встреча с Творцом. Именно тогда станет ясно, что настоящее величие не в богатстве, силе, положении или количестве людей вокруг. Настоящее величие всегда принадлежало только Аллаху. Все слова, которые мы произносили в молитве, оживут и в памяти и проявят свой истинный смысл. Аллаху Акбар станет напоминанием о том, что в нашей жизни было важно не то, что мы владели, а то, к чему стремились наши сердца. Только в этом осознании человек находит покой. Он понимает, что все временное уходит и остается лишь связь с Аллахом. И тогда становится очевидным, что намаз был не просто ритуалом, а дорогой к истине. Каждое произнесенное слово, поклон и каждое Аллаху Акбар были шагами на пути к настоящему величию. Это понимание ведет душу к свету, очищению и вечному покою рядом с ним.